Всем привет! С вами снова Марина Найман, и я приветствую вас на своем канале «Сам себе кадровик». Если вам интересна тема прохождения собеседования, то продолжайте смотреть это видео. Кого-нибудь кроме меня еще раздражает вопрос рекрутера «Расскажите о своих недостатках». Большая часть кандидатов, сталкиваясь с этим вопросом, смущается и говорит что-то невнятное или начинает говорить ставшими стандартными социально верными ответами, написанными в интернете. Но если вы заранее подготовитесь к ответу на данный вопрос, то это может служить вам плюсом для удачного прохождения интервью. Давайте подумаем, для чего работодатель задает этот вопрос. Как минимум, для того, чтобы убедиться, что вы умеете анализировать, проводить некую рефлексию, особенно касаемо собственного поведения. Все хотят в свою команду хорошего человека, но адекватно воспринимающего себя со своими возможными недостатками, знающего о них и, может, даже работающего над их исправлением. В этом выпуске мы с вами обсудим, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты, то есть то, чего делать не надо. А также я постараюсь структурированно вам рассказать, как все-таки лучше строить ответ на данный вопрос. Итак, начнем с основных ошибок на вопрос рекрутера «Расскажите о своих недостатках». Первое. Часто люди думают, что можно выбрать какой-то незначительный недостаток, который можно будет как-то перевернуть потом в достоинство. В топе ответов, естественно, перфекционизм, трудоголизм – это самые распространенные ответы. Во-первых, кажется, что вы отвечаете неискренне, а посмотрели ответ в интернете. Во-вторых, заметно, что через такой недостаток вы пытаетесь себя хвалить. Второе. Кандидаты, за редким исключением, не рассказывают о том, как данный недостаток мешает им в работе. Но на самом деле лучше будет, если вы сможете объяснить, чем данный недостаток может мешать работе. Третье. Очень редко кто из кандидатов говорит на собеседовании, как он работает над своим недостатком. А теперь перейдем к тому, как же все-таки удачно отвечать на вопросы рекрутера «Расскажите о своих недостатках». Во-первых, говорите о реальных, обычных недостатках, но которые, возможно, не имеют большого значения на ту профессиональную деятельность, которую вы планируете осуществлять. Выбирайте недостаток из ваших навыков, а не из личных черт характера. Для того, чтобы правильно озвучить такой недостаток, приводите сразу же, в каком контексте он происходит. Например, «я не очень дружелюбна». Но если вы введете контекст, то станет понятно, что это не определенная черта вашего характера, а это тот недостаток, который выявляется в строго определенный момент или обстоятельствах. Например, вы можете сказать, что когда на вас лежит ответственность за сроки проекта или несколько важных проектов одновременно, я нервничаю, немного замыкаюсь и, возможно, не очень дружелюбна с окружающими. Важно показывать, в связи с чем возникает данный недостаток, что является причиной его возникновения. В случае с нашим примером к такому недостатку вас побуждает стремление максимально эффективно использовать время и выполнить все задачи, принеся пользу компании. То есть, делая выбор между приветливостью и эффективностью, вы, соответственно, выбираете второе. Когда рекрутер поймет, что является мотивацией к такому поведению, то такой недостаток уже не будет выглядеть столь негативным. Четвертое. Объясняйте, чем тот или иной недостаток мешает вашей работе. Здесь вы можете говорить о том, что понимаете, как это отражается на восприятии вас, или, например, что люди могут обижаться, и в целом вы понимаете, что было бы хорошо такое поведение смягчить. То есть ваша задача показать, что вы анализируете это и готовы работать. В ходе разговора нужно подчеркнуть, что да, этот недостаток есть, но вы над ним работаете, и рассказать в 2 словах, как именно вы над ним работаете. Например, вы стараетесь лучше планировать время, проекты, или чтобы не возникло неприятных ситуаций, минимизируйте общение, и это время больше проводите за работой. Ваша задача показать, что вы сделали выводы и работаете над собой. На мой взгляд, это основные пункты, которыми мне бы хотелось с вами поделиться по теме этого видео. Обязательно расскажите знакомым, которым предстоит собеседование, о тех пунктах, что я вам описала. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить в следующее воскресенье очень полезное видео с информацией о том, как договариваться с работодателем о зарплате. Ставьте лайк и пишите свои комментарии. И помните, кадры решают все. До встречи в следующих видео. Пока-пока!